Что ж, шагнем, дорогие друзья. Не знаю, что бы это ни значило, но чат сказал так вот сказать. Не знаю. Кто смотрел Индику, он недавно проходили игру. Что они говорили, зачем говорили, так и не понял, но очень интересно. Итак, мы с вами сегодня с ребятами вот на стриме, они самые первые смотрят, потому что подписаны на наш телеграм Hard Inside, вон, вверху как написано, да. А с вами уже в повторе, да, вот смотрим, снял нечто в Ghostbuster, разбор третьей ночи. Неважно, короче, ночей разбор. Димка сделал за меня всю работу. Я ему сказал, давайте сделаем разбор. Что-то ждал от него ответа, потом что-то одно, второе, там вот завертелось, закрутилось. И он говорит, я ролик вот, говорит, вот, пожалуйста. Димон, спасибо, мой хороший. Лайк сразу пойду поставлю. Всей команде, все звонит, все названивает. Колокола бьют, звонят. Господи, дай бог здоровья всем, кто смотрит с подпиской. Спасибо вам, дорогие друзья. Мы начинаем. Сейчас страшилка будет. Смотри, аккуратнее. Там Димон умеет вот эти вот, там нагонять вот эти жути. Да, 40 минут сейчас страшилки. Я, как всегда, растяну на 3 часа. Могу. И напоминаю всем про нашего оранжевого партнера. Ссылочка, как всегда, в первом, каком? Правильно, закрепленном комментарии. Поехали. Перед просмотром этого ролика обязательно посмотрите последний Ghostbuster. На канале есть у меня и у Димона. Наш мир пропитан тайной. Люди ищут следы неизвестных цивилизаций. Становятся свидетелями различных странных и удивительных явлений. И постоянно принимают попытки вступить в контакт с потусторонним. У меня, кстати, вчера был контакт. Попутно снимая все это на камеру. Подобные ролики вызывают ужас не только у очевидцев данных событий, но и у миллионов пользователей интернета. Люди боятся... Кто бы что ни говорил, но вот знаю одно. Ну, не буду свет выключать, ребят. Ну, сейчас свет выключу, все, не надо. Я вам скажу одно. Что бы кто ни говорил, как бы то ни было, что бы нам там ни рассказывали, но... Люди любят вот это вот страшилочки, нервы себе пощекотать, чтобы, знаешь, вот прям вот страшненько было. Ну ладно, ну давай. Того, чего они не могут объяснить. Или они просто не пытаются. Потому что тайна Чекай скример всегда будет. намного интереснее. Чекай скример. Реальность. Не угадал. Вот это видео в сети окрестили призрачным котом. Объект появляется будто из воздуха, а потом мы его с пропадает вами прямо видели. в кадре. Призрак, да еще и котика, сделал свою работу. Миллионы просмотров, сотни обсуждений, настоящая сенсация. А по-настоящему это просто кот. Камеры слежения в темноте. Я хочу, кстати, отметить, недавно мне ролик тоже в ТикТаке попался, и там, знаете, как вот, он вот так вот стоит, вот парень, да, вот так вот ночью асфальт снимает, и говорит вот так вот, я кильке, и там, короче, тень встает, он испугался, начал бежать, а за ним... Ну, этот... Ну, ты понял, бежит, говорит, да не бойся, это я. Этот, слово забыл эти, как они их называют, эти, help. Почему help? Ну, там одну букву, да, перепутали. Не. темноте пишут с очень низким FPS, то есть количеством кадров, которые камеры могут записать в секунду. Поэтому на подобных записях движения кажутся очень рваными. А если движение происходит еще и очень быстро, то камера просто не способна их записать, либо записывать с очень большим шакальная, смазкой. Вот пример подобного видео, но уже с человеком, который в сети сразу же нарекли призрачным.
То есть во всей этой записи нет ничего паранормального. Это просто кот, который бежит по своим кошачьим делам. А вот техника, созданная человеком, уже... Вы мне можете сказать, какие дела у кота? По каким, вот Димон сказал, по каким он кошачьим делам бежит? Я спать ночью не буду спокойно, пока это не узнаю. Скажите мне, по каким он кошачьим делам бежит. Мне это очень нужно. Напишите в комментариях, и все. Прямо сейчас, вот прямо сейчас возьмите и напишите. Куда бежит кот? сделала свою. Мне очень надо. Мышей На ловить. данном примере я хотел показать, как я буду разбирать отдельные сцены вышедшего недавно Госбастера, где я провел 3 ночи в одном из самых паранормальных замков мира. Меня зовут Дмитрий Масленников, и мы начинаем. Это были 3 невероятно страшные ночи. Мы начнем с самых простых моментов, постепенно переходя к тому, что действительно сложно объяснить. Это этот, когда он с этой штукой сидел. В принципе, мне стало страшно буквально с первых минут нахождения в этом чертовом месте. Я выхожу в коридор и начинаю слышать огромное количество звуков. Самое жуткое то, что я смотрю вперед, слышу все, но ничего не вижу. Передо мной абсолютно ничего нет, а звук настолько громкий и четкий, что создается полная иллюзия, что прямо передо мной кто-то есть, стоит. да. Но здесь мы с вами разбирали, ребят, то, что это у каждого здания старого есть свой определенный звук. Металл остывает, нагревается там на солнце, ночью всегда температура падает. Деревянные строения — это вообще отдельный вид искусства. Поэтому, в принципе, звуки, они есть везде. Тем более в больших каких-то огромных, тем более старинных там каких-то особняках. Это 100% они есть. И здесь даже без разговоров, даже в маленьких зданиях старых и то есть звук этот, тем более в заброшенных. Это вызвало не у меня новость. Настолько живые эмоции, что я сразу же в панике забежал в комнату. Хотя это не единственный момент. Кстати, вспомнил один из вопросов под какой-то заброшкой. Не знаю, почему именно сейчас я вспомнил, когда мы ходили. Есть ли хоть какое-то место, в которое... Это парень с девушкой пишут, они очень часто меня смотрят, там разбирают видосы, скидывают в телеге как раз в Heart Inside. И ребята, значит, следующее сказали. Есть ли место, в котором ты не хотел бы вернуться или в котором бы ты не смог, там именно не смог провести типа ночь? И, наверное, да. Наверное, есть такое место из тех заброшек, которые я был. Я не так их много, правда, обошел, но 100% есть одно место, куда бы я не хотел пойти. Это в лагерь в один. Потому что там атмосфера, она ультра странная. Да, вы ждали то, что я лес, вам отвечу. Нет. Насчет города заброшенного, ну, наверное, я бы смог. А вот в лагеречек этот я бы прям очень серьезно подумал, пойти или нет. Да, такой под вопросом прям. Который заставил меня Но это мое бежать в мнение. этом месте. Прямо сейчас я покажу вам вырезанный финал Госбастера, который заставит вас почаще оборачиваться. Главная локация. Так, лестница. Ой-ой-ой. Башня Люси.
башня главного призрака этого замка. Задел этой. Еще дверь. Она у него заколыхалась. Либо это, либо дверь. Притерлась к потолку вот здесь. Тут два варианта, что такое звук могло издать. И она, как и хозяин, осталась здесь навечно. Il y a quelqu'un? Depuis une réponse? Понимаете, на этом самом месте погибла та самая девушка, которая из-за любви была замучена до смерти. Я килька, кстати. Причем ее видят не здесь, а вот в этом месте. Это Ой, ну его в очко, а вот эти вот длинные темные коридоры, господи. Сколько раз я на эту тему вам говорил, и на стримах, и на разборах, но это просто вот одно из немногих, чего вообще просто я ненавижу. Вот этот вот бесконечный коридор, который уходит в никуда. Каждый божий раз, вот когда я вот это вижу, особенно в реале, у меня, конечно, пока что получается перебарывать себя, но я не знаю почему, не понимаю почему. Вот эта вот неизвестность куда-то в точку уходящая, это просто забейте. Это очень стрёмно, это очень неприятно и, ну, такое. Длинный туннель. самая страшная и самая лютая часть этого замка. Коридор Люси. Ее здесь видели во время еще старых войн. Солдаты переходили из одной башни в другую и постоянно видели здесь силуэт в белом. Инфернальная какая-то херня. Матерь Божья. Посмотрите, какие здесь пауки. Это Жорик. Какой ужас, какой ужас. Так, надо камеру поставить здесь. Якелька? Птица или мышь летучая? Птица, что ли? Возможно, птицу, да, испугал. Твою мать! Начинается паника. Сука, я официально отсюда нахуй из этой башни не выйду, пока рассвет не настанет. Сейчас уйду на самый верх, чтобы под открытым небом останусь сидеть, потому что в жопу. Что это такое было? Ветер, сквозняк. Опять? Самый главный элемент Госбастера. Вот эта штука со мной проездила все 7 лет по всем локациям. И я ее не заменял. Именно в этот момент она ломается. Пластик. Именно в этот, сука, момент, когда меня что-то испугало в коридоре, она сломалась. Какого другого знака я ждал, чтобы закончить этот выпуск? Вот это вот. Блядь, пиздец. Просто пиздец. На
На данном видеофрагменте четко слышен чей-то стон. А потом прямо на моих глазах дверь начинает закрываться. И подобное происходит в этом месте постоянно. Блин, ну если только сквозняк. Ну не на что больше здесь ссылаться. Разбитые окна были, выбитые, да, камушками или еще чем-то. На что еще можно сослаться? Где-то какая-то балка, перекрытие. Что еще? В принципе, все что угодно. Вообще все что угодно. Тут звуки отовсюду идут. Вот так, ну не было. Как все это объяснить? Что ж, пойдем по порядку. В принципе, во всем этом нет ничего удивительного, потому что древнее здание действительно ходит ходуном. Лестница того, гляди, развалится. Вот, смотрите, лестница идет. И достаточно опасненько она так наклонилась. Все вот это может... А пол от каждого шага Сломал. хрустит и трещит, заставляя окружающие предметы двигаться. Следовательно, треск старой древесины в этом месте – это нормально. Здание обрушается и снаружи, и внутри. Навальные какие-то элементы конструкций. Элементы декора просто отпадают. Более того, в этом месте действительно кто-то есть. Начинаю просто слышать то там звук, то здесь. Я открываю Как дверь. понять, кто-то есть? Это птицы, крысы, летучие мыши, которые издают дополнительные звуки и роняют предметы. Но, так вам скажу, открывающиеся двери и окна – это отдельный аттракцион, который вызывает неподдельные эмоции, когда ты находишься там. И в голове возникает только одна мысль. Ну нахер. Но, как это объяснить, есть несколько вариантов. В башне Люси дверь закрывается из-за воздушной тяги, которая идет изнутри замка в сторону оборонительных стен, где очень плохо сделана крыша. Тот стон, который мы слышим прямо перед закрытием, не что иное, как скрип самой двери. Поверьте, за столько лет я его наслушался. Мне кажется, что подобный эффект присутствует и на том самом архивном видео, которое снял исследователь паранормального в этом замке. Но ситуацию с дверью в зале спиритизма, мне кажется, надо разобрать отдельно. И мы вернемся к этому чуть позже. Одно из самых страшных мест этого замка – это крыло прислуги. Okay, so back in the day, this was the servants' wing, and I'm going to show you to the family. Кстати, парадокс вообще на заброшках, на местах, где есть определенная история, вот что меня всегда больше всего пугало. Конкретно меня, я за себя сейчас говорю. Меня не пугают звуки. То есть я не особо вслушиваюсь вот в эти вот, знаете, какие-то трески а-ля шаги. Хотя вот опять же вот в одном месте, ну, был такой момент какой-то непонятный. Стрёмно пугает именно сама атмосфера. То есть не история даже этого места, а именно пугает. Вот знаете, бывает вот заходишь и чувствуешь то ли присутствие кого-то или чего-то, либо то, что на тебя, как, знаете, вот как взгляд смотрит. А я всегда это в голове пытался разобрать следующим образом. То, что это просто элементарно самовнушение. Где-то ты выспался, где-то ты не выспался, где-то ты, так скажем, там, чуть больше думаешь на эту тему и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть, вы понимаете,
это настолько тонкая вещь, что как бы я не знаю вообще вот, что меня больше пугает. Но я повторюсь то, что есть вещи и места, которые 100% обладают какой-то своей определенной энергетикой. Давайте это назовем все-таки словом энергетика. То есть что-то, что прям вот заходишь и вот как-то вот не по себе. Просто вот не по себе становится. Поэтому очень-очень это вот такой тонкий момент. Ну и есть, конечно, места, их очень мало, где я был, но есть места, в которые просто даже возвращаться не хочешь без объяснения причин, просто потому что. И как бы и все. В течение дня ты чувствуешь там себя неловко, но с наступлением ночи ты начинаешь особенно тщательно вглядываться в темноту этих лютых коридоров. Особенно после слов хозяина, что здесь часто видят призраков. Особенно призрак пса. Эксперимент с диктофоном получился действительно жутким. Сначала по непонятной причине он сделал непонятную тихую запись. Почему так тихо? В кадре я даже пытался регулировать громкость, но это не дало результата. Чего? Потом по непонятной причине стала отказывать кнопка перемотки, как будто не давая перемотать запись на нужный момент. Ребят, перемотка остановлена. Я повторил эксперимент, и все сработало. И я так вам скажу, что даже слишком хорошо. Ну вот это странно. На данной аудиозаписи четко слышен звук, да еще в тот момент, когда я не совершал никакого движения. И представьте уровень совпадения, что в месте, где постоянно видит призрак пса, на записи диктофона слышен лай собаки. Такое ощущение, на самом деле, это не лай, а просто как будто кто-то дунул в микрофон. Просто, ну, знаешь, как будто вот кто-то вот дунул резко, чтобы пыль, да, вот ну, такой вот резкий какой-то момент. Невероятно жуткое место. Столько всего произошло только Хайзен. в одной локации этого замка. А что, если я вам скажу, что это не все? Посмотрите вот этот вырезанный фрагмент Госбастера. Сейчас почищу зубы, пойду гулять по замку. Коля, это мой замок. Нам, говорит, пожалуйста, 2 кубика галоперидола, рубашку с длинными рукавами. Да, у нас, говорит, здесь буйный нарисовался, говорит, пациент, говорит, в призраков... Все, у меня что-то глаз даже маленько задергался, я поднапрягся сейчас. Да, у нас, говорит, это то самое, да, говорит, с призраком сидит, в ладушки играет. Страшно, очень страшно.
Именно в этой же точке светильник начинает мерцать, и причем это и единственный зафиксированный случай на этой камере за все 3 ночи. Особенно жутко становится, когда понимаешь, что я опять был совсем рядом от этого места. Что ж, Стоит призрак девочки, значит, с секундомером. Собака рядом сидит. И, значит, говорит, давай, да, говорит, Димон. Выходит хозяин уже замка, все, 3-я ночь. Он говорит, ну как в целом прошло? Говорит, да нормально, говорит, тут мы спортом занимались. Понятно. Алло? Санитары? Что ж, давайте разбираться, что же это все-таки было. И начнем мы, пожалуй, с тех самых Хозяйка, говорит, таинственных приходила, да, тебе следов привет передавала. собаки в бетонном полу. Честно говоря, на локации и на фотографии, которую я сделал, это больше похоже на какие-то дефекты пола. Если это даже следы собаки, то в этом нет абсолютно ничего удивительного, ведь Это феодальная крепость 9 века, построенная Карлом Великим. замок стоит здесь тысячелетия. Твою мать, какой он красивый. У него есть и средневековые башни, и более современные жилые части, которые построены намного позже. Например, крыло прислуги, судя по стенам и потолку, обновлялось совсем недавно. И если хозяин здания Джереми говорит, что он живет здесь всего 2 года, И я живу здесь уже 2 года. он не может знать, что делали рабочие во время ремонта здесь буквально 10 лет назад. Возможно, с ними действительно была собака, которая просто бегала По и факту. оставила отпечатки в свежем бетоне. А он связывает все это с тем самым призрачным псом, которого он видел собственными глазами. Я заметил темный силуэт пса или чего-то другого, двигающийся в основании моей кровати. Но она была очень низкой, так что я не знал конкретно, что это было. Поэтому я просто высунул руку из-под одеяла, и собака просунула свою голову. Какая дурка! Вы меня куда везете? Вы чё это задумали-то? мне под Ой, руку. господи. Я почувствовал, как она двигается, череп, кости и мех. Но И напомню вам, что все это происходит в спальне. То есть никто не отменяет эффект сонного паралича, либо сновидения, которое показалось ему максимально реалистичным. Есть собачьи следы на полу, это паранормальное место. Фудум! Получается, что ко мне бежит призрак-пес в тот момент, когда я хочу лицом подушку побить. Ни хера не понял. Почему так делать? Вы спросите в этот момент, а что насчет диктофона? Тут все намного проще. У него направленный микрофон, и когда я ставлю его на расстояние от себя, да еще и в другую сторону, естественно, звук будет на порядок тише, чем я сделаю обычную запись. Чё? Алло. Просто во время подобных съемок атмосфера настолько давит, что мозг резко тупеет и связывает подобные явления с чем-то страшным. Ребят, перемотка остановлена. Еще один момент. Когда ты ставишь этот диктофон на запись, зажимаются 2 клавиши, включая клавишу перемотки. Видимо, во время первой записи я слишком сильно на нее надавил, и она стала отказывать во время первого прослушивания. Ты перешел в режим радио, что ли? А что насчет звука, который безумно похож на лай собаки? Мне кажется, это классический пример звуковой параидолии. Эффекта восприятия, когда мы видим знакомые образы там, где их нет. В данном случае я максимально настроен на то, что я в месте, где видит призрачного пса. Следовательно, мой мозг подсознательно будет подтягивать любые звуки к знакомым образам. Если это пес, то значит это похоже на лай собаки. Это абсолютно естественный эффект восприятия, ровно такой же, как распознавание лиц в облаках, листве, камнях и так далее.
Следовательно, это никакой не лай, а рандомный звук, который получился из-за дефектов в записи пленочного диктофона, например, из-за наслоения записи пленки, или звук, источник которого находился прямо перед микрофоном, либо в самом диктофоне. Поэтому визуально источника звука просто не было видно. Что насчет света? Очень неубедительно. Вот прям, ну это лично, конечно, как по мне, тема со звуками, она такая, ну, прям с натяжечкой. Правда, я не знаю. Здесь надо, конечно, разбираться и смотреть основную звуковую дорожку, но не знаю. Тут прям 50 на 50, да, такое. Света. Я еще раз напомню вам, в каком состоянии в данном случае находится замок. Мало того, что там все кряхтит и свистит, там вполне могут быть перебои с электричеством. Стены обрушаются, контакты коротят, и создается вот такой вот страшный эффект. Так что во всей данной локации я не вижу никакой мистики. Комната Азии. Это место, несмотря на его приветливую атмосферу, связывают со смертью. Вы понимаете, вот это все осы. Шершни, осы, пчелы. Неприятный запах, огромное количество дохлых насекомых. И именно в этом жутком месте мне попадается некий объект за окном. Посмотрите внимательно, при повороте камеры мне попадается некий объект за окном. Проходит буквально несколько секунд, еще один поворот камеры, и этого объекта там уже нет. Шаг сделал. Неужели мне Шаг удалось вперед. запечатлеть что-то паранормальное? Неужели тот самый призрак Люси — это не выдумка? Нет, за окном действительно есть объект. Но мне кажется, что это обычная ткань, которую повесили для каких-то нужд на балконе замка. После первого кадра я сдвигаюсь немного вперед, то есть угол обзора камеры и падение света меняются, и данный объект скрывается за белой балкой. Если внимательно посмотреть, то при повороте камеры этот объект все еще виднеется, но он менее яркий и размытый. То есть белое нечто никуда не пропадало, оно все еще остается на данной локации. Просто игра света и обычная физика создали подобный интересный эффект. Что же относительно атмосферы смерти в этом помещении? Вы понимаете, вот это все осы. Долгое время было помещение закрыто, вполне это может быть запах, ну, свяжем, допустим, опять же с тем, что было помещение долго закрыто, и просто вот, знаете, вот когда квартиру закрываешь и долго очень, допустим, там не появляешься, полгода, год, у каждого, ну, такого, как затхлый, да, запах, это правильно называется, не знаю, как это правильно выразить. Короче, такой он, как типа спрессованный, не знаю, как сказать. Короче, тема для размышления, да. Шершни, осы, пчелы. Кто жил на даче, прекрасно понимает, что подобные дохлые осы — это абсолютно нормально. У них есть гнездо где-то на балконе. Через небольшую дырочку они пробираются внутрь помещения, а как выйти назад, они не понимают. Бьются о стекла и со временем, к сожалению, спёртый запах, погибают. да-да-да. А для проверки легенды, что в этой комнате все быстро погибает, я решил провести особый эксперимент. Так, ребята, у меня есть два одинаковых растения. Я их купил перед приездом сюда. Одно мы разместим вот в этой комнате, где все погибает и увядает, а второе в другой части замка. И посмотрим в течение ночи, есть ли разница. Я оставил цветок в этой комнате, и ровно такой же я установил в зале, где я играл на пианино. Эти растения снимали камеры на протяжении многих часов, и никакой разницы в них я не заметил. Так что я могу точно сказать, что в этой локации нет ничего паранормального.
Просто представьте, что вы перемещаетесь по огромному замку с привидениями и постоянно чувствуете это. Постоянно, но есть что. За тобой как будто кто-то идет. А потом на кадрах Вот это вот задней интересно. камеры видите непонятный странный объект, который безумно похож на кисть, держащуюся за один из столбиков лестницы. Это очень странно. Просто посмотрите внимательно, это же действительно очень похоже на пальцы. По двери как дал. Самое странное в этой ситуации то, что когда я поднимался в течение дня по этой лестнице, ничего подобного на кадрах нет. А вот теперь приготовьтесь. В дополнение я хочу показать вам еще один фрагмент видео. Еще один лютый момент, который обнаружил не я, а вы. Подписчики прислали вот это. Такое чувство, что я не в настоящем замке, а в каком-то кукольном домике. Из-за этого еще страшнее, потому что они бездушные, искусственные. Из-за этого, наверное, вот возникает этот какой-то Да ну нет. страх. Искусственный. Из-за этого, наверное, вот возникает Там манекен был? этот какой-то страх. На этом фрагменте создается полное ощущение, что прямо Ну-ка. за моей спиной в непроглядной тьме проносится что-то холодное и неощутимое. Искусственные. Из-за этого, наверное, Создается ощущение, что мне удалось запечатлеть что-то паранормальное. Но так ли это? Во время съемок «Госбастера» на мне находится огромное количество света. Это лицевой фонарик, фронтальный прожектор и источник света на моем хвосте. Более того, в замке вокруг меня было огромное количество зеркал и различных объектов, отражающих свет. В данном случае подобное отражение как раз могло попасть на витиеватые элементы креплений столбиков лестницы, и под определенным углом создался подобный пугающий эффект. Отражение света могло произойти и во втором случае, но уже в стеклянных дверях зала с пианино, который в аккурат находится за моей спиной. Или второй вариант, например, это фонарь на моем хвосте засвечивает лицевую камеру, создавая иллюзию, что сзади что-то проносится. Но в любом случае я соглашусь, что это выглядит невероятно пугающе. Здесь вот у меня большой знак вопроса. Если на вот этой вот картинке идет статика, да, где с перилами, вы просто понимаете, я как бы тоже немножко понимаю, как работает оборудование. Вот смотрите, сейчас очень внимательно, вот сюда. Покадрово, по одному кадру. Если это оборудование или что-то связанное с Димой, отражение от боковин вот этих вот наушников, еще от чего-то, это будет идти параллельно с ним. Ну, то есть это движется параллельно с ним. Он меня максимально не убедил. Да ну нет. Это очень странно. Можно, в принципе, чуть-чуть вот здесь тут закрывает. Вот немного бы он правее был, и все. И вся бы эта теория посыпалась просто прям... Ну нет. Ну я не знаю. Я больше хочу сказать, даже если это идет зеркало,
Я даже не пианино беру. Хорошо, там зеркало. Да не дает оно такое зеркало. Ну не даст он так. Ну не даст. Ну не даст оно такое отражение. Зеркало дает другие отражения. Поверьте, я тоже встречал зеркала на заброшках неоднократно. И битые, и не битые зеркала. И были такие уже старые совсем зеркала. Но не другой они свет дают. И это не хвост. Нет, это не хвост. Нет. Очень странный момент. Я не знаю, я не первый раз замечаю, пусть это у меня, может, я не знаю, это паранойя. Я понимаю, что как бы Димон, да, делает такое крутое шоу там и так далее и тому подобное, но вы знаете, у меня есть странное ощущение, что где-то в какой-то момент, когда вот он прям... Проносится. Когда он прям видит то, что, ну, что-то прям вот не то, он просто прям на нулях съезжает, то есть он пытается максимально на этот момент не обратить внимания и просто вот съехать. Почему? Потому что просто он прекрасно понимает, что ему еще ходить, ему снимать, и если, ну, начать над каким-то моментом очень много задумываться, не знаю. Про перила еще хоть как-то можно, но не знаю. Это не физический объект, очень странно. Не знаю, друзья мои. Я нахожусь под вопросом. В комментариях каждый напишет, вот покадрово, я говорю, вот стрелочками Б и Ю буквы русские. Промотайте просто стрелками по кадру, посмотрите. Я говорю, может быть, я что-то не увидел, не услышал, но видосов мы кучу уже подобных разобрали. Очень странно. Это не может быть хвост 100%. Это не может быть блик от наушников настолько сильный, потому что, во-первых, они матовые, и металлические части, они только с этой стороны у него. Даже если они сбоку, они не дадут объемный такой блик. Странно. Опять же, блик, если бы он двигался, то он бы был с какой-то одной точки. Один кадр бы был. Странно. Не знаю. У меня очень много вопросов вот конкретно к этому видео. Но в любом случае я соглашусь, что это выглядит невероятно пугающе. Очень. Но не пыль. Тоже это не пыль. Эксперимент в зале экзорцизма стал одним из главных элементов этого госбастера, который реально заставил мурашки бежать по коже. Но я вам так скажу, я не знаю, что это было. Честно говорю, если б я подобное услышал, ну, если б я понимал, да, то, что это реально вот я просто пришел, я один, да, вот как я обычно езжу на заброхе, то есть моих никого рядом нет, и то, что вот так вот что-то прям вот бежит, я не знаю, мне кажется, у меня бы сердце бы, ну просто бы оно бы остановилось к чертовой матери, я клянусь вам, я бы не сидел точно. Но в защиту реакции Димона хочу сказать следующее, что я повторяю из раза в раз. Очень по-разному люди себя ведут. Есть вот как, не в обиду, естественно, ни Димону, никому сказано, есть как лоси, понял? То есть они свет увидели, они бам, и замерли. То есть у них раз шок. Есть, которые паниковать начинают. Есть, которые, наоборот, они как-то, да, берут себя в руки. Это малый процент людей. Причем от кого-то вообще не ожидаешь. Это очень странно, честно. У меня были такие же моменты, где мне настолько было страшно, что я просто вот прям вот замирал, вот как Димон сейчас. То есть просто вот я встал и все, я не идти, не шевелиться, руками не могу, ничего. То есть просто крепота ужасная. Были моменты такие. В этом немаловажную роль сыграл спиритбокс, который выдавал пугающий результат, начиная с того момента... Сразу скажу, во все вот эти спиритбоксы, во все остальное вообще никакого доверия нет, вообще не верю. Полная шляпа, не верю в это. Может быть, ошибаюсь, может быть, действительно они что-то показывают. Ни в один спиритбокс, ни в одну электронику, технику, целенаправленно направленную на какие-то вот эти, знаете, узкие вот эти вот задачи, я не верю. Потому что те, кто их делают, прекрасно понимают то, что ждет человек, который их покупает и так далее и тому подобное. Не верю ни в одно это оборудование вообще. Включая, кстати, доски. За доски, я еще раз говорю, вот это вот, когда это ты пальцем шевелишь, нет, это ты пальцем шевелишь, ну это полная вообще просто шляпа полнейшая. Не верю тоже в доску, никак не верю. Хотя, может быть, я повторюсь, ошибаюсь. Пока не увижу, не поверю. Да, он попросил принести ложку, которая действительно была в этом помещении. Спун? Ложка? Заканчивая словом
wife. В тот самый момент, когда я увидел в открывшуюся дверь что-то белое, похожее на фату невесты. Там что-то белое стоит, а это уже шуба. Жена? Ну, давайте разберемся, что же это было на самом деле. Во-первых, наш мозг работает всегда очень выборочно. К моменту просмотра этого фрагмента Мне очень интересно, что он сейчас будет говорить. Очень интересно. Вот прям максимально. Я этот момент, я его пересматривал в оффлайне, я его пересмотрел сейчас на стриме. И очень интересно. Я почитал телегу, что у Димона пишет. Очень-очень-очень-очень интересный момент. Давайте. мы все уже знали о истории этого замка, в особенности о призраке Люси, которую замучила жена барона де Лафае. Более того, мы знаем, что в зале спиритизма различные команды по изучению паранормального постоянно получают какой-то результат. Следовательно, мы не получаем информации из слов, которые выдает эта игрушка, а подгоняем... Секунду. Здесь вот ради справедливости, да, включаем мозг. Приходят кто? Люди, которые делают какой-либо контент. Так? Они знают, куда они идут. Я не знаю, я не знаком с их контентом, да, то есть вот с конкретно людьми, кого он перечислял в роликах. Но я уверен, что большинство, если не все, скорее всего все, насколько мне, по крайней мере, известно, делают это в офлайне. Это 100% офлайн. Офлайн я почему в свое время все начал делать в онлайне, либо все одним кадром. Без нарезок, без ничего. То есть вот прям вот просто вот включил, поехали. То есть вообще без монтажа. Да по одной причине. Потому что когда есть какой-то монтаж, еще что-то, понятно, что это, так скажем, нагнетает, понятно, что это, честно, как по мне, тоже гораздо интереснее смотреть, но зачастую вот этот монтаж, он просто наоборот что-то замыливает. Он берет и как бы уводит в сторону. То есть очень хочется все посмотреть в онлайне, либо все одним кадром снятое. То есть вообще без монтажа. Максимум это вот вставка одной и второй камеры. Все. Вот это самое лучшее, что может быть. Еще лучше, это вот мое личное видение, как бы я делал и как я буду делать 100% на заброшках в этом году, это железобетонно. Я просто включу основную камеру, которая вот из моих, да, условно, глаз. Вторая камера, которая просто смотрит на меня. И просто наложу, вот как я сейчас, вот, да, вот условно сижу, то есть вот так вот. Вы будете видеть вот эту камеру маленькую, это на лицо, и большой экран, это вперед. Все. Вот при вот этом вот раскладе тогда можно полноценно получить, что мы там где, как и зачем видим. Потому что это все снято вот одним дублем, одним кадром, без всякого монтажа и всего остального. Но каждому свое. Я еще раз повторяю. Это очень спорные вещи, и здесь нет панацеи. То есть нельзя сказать, что вот это вот лучше, а вот это хуже. Каждому свое. Полностью каждому свое. Поехали. Слова под атмосферу и легенды этого места. Jupiter. Compare. Например, многие подписчики стали писать, что прибор не просто так попросил ложку, что якобы серебряные ложки отгоняют злых духов. Спун? Ложка? А еще прибор попросил лимон. Наверное, лимон против демонов и ржавчины. Во-вторых, я показал вам только малую часть того, что выдавала эта игрушка. По большей части это был набор не связанных между собой слов. Например, как эти. Father, I don't know. Kitty, 89 years. Создатели данного устройства прекрасно понимают, что подобные игрушки не будут применять на берегу Лазурного океана, а будут использовать в каком-нибудь страшном сракотании, как я. И, естественно, содержание подобных слов соответствующее. Человек, который находится в подобном месте, естественно, испытает невероятные эмоции, когда ему в страшном заброшенном замке скажут «беги». Вперед. To run.
Если с этим все в принципе понятно, я хотел бы вернуться к двери, которая открылась прямо рядом со мной. Ну давай. Вот он этот момент. И вот он этот момент. Ну давай. Двери в этом месте безумно тяжелые, и если их плотно не закрыть, они под собственным весом с течением времени берут и открываются. Бонжур, как говорится. Когда я в первый раз подошел к залу спиритизма, она уже была приоткрыта, маняще приглашая. Все ничего, все классно, все здорово. Но есть один нюанс. Вот есть один нюанс. Я бы тоже списал, как всегда, на сквозняк, еще на что-то. Знаете, какой нюанс? Хотите, покажу? Лайк на стрим поставили или на видос? Я вам открою одну небольшую тайну. Для этого не надо ничего даже придумывать. Знаете, где неувязка? А теперь смотрите. Можно еще разочек эти дверки? Смотрите внимательно. Открылась прямо рядом со мной. Очень внимательно сейчас смотрим. Ничего вас не смутило? Если, как Димон говорит, это двери, из его слов сейчас исхожу, которые, вот они, да? Вот они закрыты. Две ставни, правильно, у двери? Правильно? Правильно. Если даже не брать удар, стук, который все слышат, он на это внимание почему-то не акцентирует. Но если плотно не закрыть двери, они начинают открываться. Какова вероятность того, что двери, покадрово вам показываю, что двери одновременно, две тяжелых, начнут открываться одновременно? Ну какова вероятность? А еще вот это вот, это очень похоже на свет. Очень непонятно. Непонятно. И хорошо, если это кто-то пошутил из команды или хозяин сам. А вот если нет... Как по мне, то, что я вижу, это прям толкнули. Как по мне. Очень похоже. Но тогда вопрос. Свет вот этот. Камеры направлены вот сюда. Вот он. Где тогда сейчас сверху свет? Значит, это свет не за дверью. Значит, он идет из другого места. Значит, это свет от него. Понимаете? Двери в этом месте безумно тяжелые, и если их плотно не закрыть, они под собственным весом с течением времени берут и открываются. Бонжур, как говорится. Когда я в первый раз подошел к залу спиритизма, она уже была приоткрыта, маняще приглашая зайти внутрь. Я не помню, что должно было открыть. Когда я подошел к этой двери включить свет, потому что мне было безумно страшно во время обряда спиритизма, из-за неровности пола эта дверь снова открывается, потому что ее плотно, нормально не закрыл. Эффект повторяется в дальнейшем. Я прикрываю дверь, отхожу, и буквально через несколько секунд на ваших глазах она открывается. А я во время съемки этого не заметил и был безумно напуган, когда спиритбокс говорит: «Беги», а я вижу открытую дверь перед собой. Forward. Вперед. To run. Так что во всей этой ситуации нет абсолютно ничего сверхъестественного. Хотя стоп. Есть еще один момент. Do you need something?
Что это, мать его, такое? В тот момент я испытал, отвратительные чувства, потому что создавалось полное ощущение, что в соседнем помещении, либо прямо в этой же комнате кто-то бежит. Несколько раскатистых звуков, которые безумно похожи на топот. Да нет, это Габелла. Я в тот момент прям, Тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун. И меня, знаете, что еще смутило? Не слишком ли быстро? Это очень на бег похоже, но не слишком ли быстро приближается? Не слишком ли? Вот в чем вопрос. в пахере сидел, потому что я замер и быстро обмозговывал вообще всю эту ситуацию. Показалось мне или это все-таки реально? Вся атмосфера, этот долбанный спиритбокс создавали просто гнетущую атмосферу, и я принял решение продолжать этот некий спиритический сеанс. Я поставлю больше. Как это все объяснять, я не знаю, потому что на треск древесины, на падение предметов, на шуршание каких-то животных и так далее, это совершенно не похоже. Создается полная иллюзия, что там кто-то есть. Единственный вариант, который мне приходит в голову, до банального прост. Это феодальная крепость 9 века, построенная Карлом Великим. Ну давай объясни И мне. я живу здесь уже 2 года. Данное место не просто так привлекает внимание. Из-за паранормальной ауры сюда стекаются тысячи людей из разных уголков света. Если бы у меня был огромный замок 9 века, я бы 100% создавал там иллюзии, чтобы люди, которые ищут паранормальное, его находили. Тем более в здании огромное количество потайных комнат и лазов, которыми, судя по отпечаткам пальцев, которые вы видите на этом кадре, активно пользуются. Или все это действительно просто стечение обстоятельств, и старая крепость преподнесла нам вот такой вот невероятный звуковой эффект. Каким образом, я не знаю, но мне кажется, здесь в любом случае есть рациональное объяснение. Do you need something? Давайте так, прямо сейчас напишите ваше предположение, что же это было такое в комментариях. В любом случае, я безумно счастлив, что я побывал в этом месте. Мне безумно интересно, что вы напишете. Я думаю, что Димон тоже посмотрит, когда наткнется на этот ролик. Потому что у меня к этому разбору очень много вопросов. Очень много вопросов. Вот вообще неубедительно, как минимум в 3 моментах. Очень странно. Ведь оно останется вот здесь навсегда. Потому что в абсолютно любой момент времени, судя по состоянию замка, он может исчезнуть. Ведь время, к сожалению, беспощадно. Вот и все на сегодня. Пожалуйста, поставьте лайк под этим видео. Обязательно подпишитесь на этот канал. Ну что ж, друзья мои, я подписан на Димона. Я думаю, вы тоже подпишитесь. Поможете ему набить 20 миллионов. Ну и нам уже там 3 миллиона не за горами. Так что спасибо всем огромное. Ну что ж, видосы будут выходить каждый день. Стримы у нас каждый день. Расписание стримов можете посмотреть в Hard Insight. Так что оставайтесь с нами. Очень-очень-очень много приготовил новое. Ну и потихонечку выхожу на авторские ролики. Уже начинаю выкладывать. Напоминаю, в эти выходные выйдет ролик со студией. Удачи!